здесь идет репетиция одного музыкального коллектива, люди готовятся к концерту, поэтому вот на заднем фоне в зале идет музыка, и, собственно говоря, сейчас еще часика 2-3, и, собственно говоря, можно ехать домой. Всем привет! Сегодня у нас тема будет прослушивание качественного звука. И сделать это можно, наверное, тремя способами. Первый способ – прийти вот в такой концертный зал, купить билетик и, собственно говоря, послушать. Дяденька вот таким пультом все настроит, и, собственно говоря, от него и будет зависеть то качество звука, которое передаст артистам, слушателям. Второй способ достаточно затратный. Можно взять достаточно большое количество денег, сходить в магазин, накупить себе дорогущие аппаратуры, хорошие, несколько раз разные элементы поменять, подобрать сетап, подобрать, главное, акустику. И, собственно говоря, прослушивать дома те записи, которые у каждого, наверное, есть. И есть третий способ. Результат достигается схожий, но есть большая вероятность не остаться без штанов. Собственно говоря, о нем и пойдет сегодня речь. Речь пойдет о домашней акустике. Да. Поэтому сейчас я соберусь, поеду домой, и дома вам покажу то, что сегодня было принесено из мастерской. Свеженькие акустические системы. И, собственно говоря, расскажу, какие характеристики, мы их померяем, посмотрим, на что они способны. И, собственно говоря, если потом вызовет это интерес, то выложу процесс производства. Ну вот я уже дома. Идем на второй этаж. Собственно говоря, вот в этом помещении находится акустическая система, о которой шла речь выше. Вот они. Между гитарами стоят те самые колонки, которые мы сегодня будем тестить. Собственно говоря, на которые обзор сегодняшний. Итак, барабанная дробь. Вот такая акустика. Да, дизайн захотелось такой ретро, потому что, честно говоря, черно-белый, особенно черный, хай-тек уже просто достал. Поэтому у нас здесь вот вся колонки декорированы натуральным дубом. На передней части декор выполнен оливкой. Средняя часть затянута замшей. Колонки трехполосные. Выглядят как будто колонка, основная часть стоит на такой подставке. На самом деле нет. Колонка представляет себе одно единое целое, неразъемное. В верхней части это полезный акустический объем. В нижней части технический. Там находится экранированный бокс, в котором живет кроссовер. И, как уже сказал, колонка трехполосная. Срез на кроссовере первый на 1500, второй на 6000. Замеры будем делать вот в такой, в обычной жилой комнате, обычного кирпичного дома. Нет тут никаких ни ловушек, никакой подготовки. Самая обычная жилая комната. Но, правда, в этой комнате иногда проходит репетиция одного знаменитого вокального коллектива. И, как говорил герой Куравлева, название этого коллектива слишком известное, чтобы его называть. И вот у них тут стоит аппаратура, микрофоны.
рояльчик электрический. Это привезенные с разных конкурсов всякие там гран-при, первые премии, дипломы, медали. Вот прям вот так вот все наставлено, навалено. Это я к чему говорю? Это я не хвастаюсь, а говорю к тому, что тут, собственно говоря, есть люди с музыкальным образованием, с очень хорошим слухом, и акустика абы какая здесь не пройдет. Тут нужен хороший звук. Тут есть люди, которые могут оценить звучание. Нам понадобится, соответственно, для сегодняшних мероприятий компьютер, вот такой провод, чтобы соединить колонки. Самый обычный провод акустический с сечением 2 мм. Просто добротный, хороший провод с хорошими разъемами. Микрофон измерительный с проводом. Вместо аудиокарты я буду использовать вот такой вот микшер. У него есть фантомное питание. По сути дела, это та же самая аудиокарта. У него и есть цифровой выход. У него он цифровик. Рулетка, прибор для измерения шума. Вот такая отвертка с шестигранной насадкой для регулировок и, собственно говоря, доступа к внутренностям колонки. И обычный, самый доступный усилитель D-класса. Ну, в данном случае Ампапа D1. Ведь у нас какой девиз? Качественный, доступный звук. Поэтому усилитель у нас тоже ничего волшебного такого, сверхдорогого. Так, ладно, дальше. Что касается колонок. Сама система представляет из себя колонки, выполнены по системе TL. Да. Но не просто TL. В каждой колонке стоит регулируемая мембрана. И геометрия трансмиссионной линии полностью регулируется в пределах от закрытый ящик, причем переменной емкости, до, ну не знаю, проходя через сужающийся рупор, прямой рупор, расширяющийся рупор. То есть все эти конфигурации возможны. Плюс может быть легко реализована схема с фазоинвертором. Единственное, что выход будет вперед. И схема четырехполосной акустики, когда мембрана ставится в положение закрытый ящик малого объема, и тогда объем, внутренний рабочий объем колонки делится ровно пополам практически. В одной половине играет мидбас, в закрытом ящике получается. И в нижнюю часть, вот в нижнюю горловину вставляется 8-миллиметровый саб, а в кроссовер добавляется еще один фильтр, но который отрезает, допустим, полосу от 20 до 70 Гц. Ну, такая конфигурация тоже возможна. Понятно, что вот сзади есть крышка, наглухо закрывающаяся на винтах. Понятно, что есть полный доступ к внутренностям. Из интересного, у этой колонки система демпфирования выполнена абсолютно на другом физическом принципе. В колонке нет ни ватина, ни синтепона традиционного. Весь акустический объем используется полностью для формирования, собственно говоря, звука. Демпфирование выполнено совершенно на другом принципе. Ну, не знаю, рассказывать долго. Те, для кого выражение физика пограничного упругого слоя — это не пустой звук, возможно, поймут намек, на основе чего построено здесь демпфирование. Разъемы у нас в нижней части. Колонку можно вплотную ставить к стене. Задняя стенка весит порядка 5 килограмм. Снятая.
И назад колонка практически не излучает. Сверху у нас стоит 8-дюймовый мидбас, бумага на резиновом подвесе. Под ним стоит твиттер. Корпус твиттера самодельный, а внутренняя таблетка, ну да, пленочник, она абсолютно нормально воспроизводит всю полосу, там практически, ну до 30 вообще очень ровно, а так на самом деле даже выше. Очень ровная полочка у нее, ну, а уж 20 это для нее вообще она там просто горизонтальная линия по излучению. Вот такой твиттер у нас. За средние частоты отвечает динамик в 6,5 дюймов. Диффузор это карбон со слюдой на шелковом подвесе. При вот таком срезе, который обеспечивает кроссовер, все динамики чувствуют себя очень разгруженно, обрабатывают достаточно узкую полосу для себя. И ну, вот, мидбас работает до 1500, по сути дела, формируя верхний суббас и басовую линию. Серединка от 1500 до 6 тоже особо не напрягается. Ну а весь верх с 6 до практически до 30, вот я мерил, до 30 спокойно воспроизводит твиттер. Также в этой колонке нет никаких саморезов, шурупов, нет никакого традиционного клея ПВА, нет фанеры. Колонка выполнена из МДФ высокой плотности, ну, декорирована, соответственно, натуральным дубом. Все на резьбовых соединениях, потому что на самом деле саморезы это признак поточности и дешевизны. Разберите любой Marshall, любую более-менее достойный монитор, вы не найдете там саморезов. Все крепится на винтах. В верхней части задней крышки находится клапан сброса давления трансмиссионной линии. Вещь не обязательная, нужна больше для того, чтобы победить ну, такие межжанровые, обеспечить межжанровые настройки. Ну и больше, честно говоря, такая вкусовщина. Кому-то нравится более напористый бас, кому-то менее. Это вот можно сделать как раз клапаном сброса отрегулировать. Регулируется очень просто. Один винт и просто рукой приоткрывается. Он плавно приоткрывается. Можно полностью открыть. Это такой плавный процесс. Вот такая вот у нас акустическая система сегодня на обзоре. Меряем уровень шума в помещении. Понятно, что при измерениях чем меньше, тем лучше, поэтому все закрытые окна, все шумящие домочадцы выгнаны. Шумящих соседей, соответственно, тоже не должно быть. Вот, что мы сейчас имеем. Порядка от 6-8 дБ. Это довольно тихое помещение. Сейчас я соберу микрофон, соединю все и, собственно говоря, приступим к замерам и настройкам. Вот, поставил микрофон. Соответственно, подключен он к пульту. Пульт по USB подключен к компьютеру. И, собственно, приступаем к измерениям.
Проводим стартовые первичные настройки. Надо сбалансировать систему. Производитель микрофона предоставляет корректирующие файлы. Собственно говоря, подгружаем эти файлы. В данном случае нам нужен файл с коррекцией на 0 градусов на прямое излучение. А так вообще предоставляется еще 30 градусов и 90 градусов. Ну, вот. Сегодня мы будем делать уже окончательную настройку. Понятно, что грубую предварительную я уже сделал. После сборки фазирование было проведено. Тут средние частоты работают в обратной фазе. И, собственно говоря, настройка достаточно такая скучное занятие. Меряешь, идешь, двигаешь, закрываешь, опять меряешь и получаешь достаточно большое количество графиков. И в сравнительном режиме просто выбираешь наиболее подходящий, наиболее приемлемый. Сейчас задача выровнять обе колонки, создать такую полную симметрию левого и правого канала. Процесс не быстрый, размеренный. Да, еще хотел сказать, вес колонок. Каждая колонка весит 45 килограмм. Это не просто так. Вот, на 80 килограмм полезного акустического объема 45 килограмм. Третий закон Ньютона никто не отменял. Диффузором надо от чего-то отталкиваться. Тут задняя крышка только 5 килограмм весит. И вот опять. Регулируем. Опять немножечко пододвигаем. И опять замер. И так добиваемся. Как, как и ожидалось, что самая правдивая конфигурация окажется как раз основной расчетной. Вот та, которая была основная расчетная конфигурация, она и оказалась самой правдивой. Главная задача сегодня это добиться максимального коэффициента по показателю clarity. То есть, по сути дела, означающего правдивость. Насколько звук соответствует фонограмме излучаемой.
очередной замер. Ну, вот, если интересно, вот можно взглянуть на спектрограмму. Видите, что нет никаких хвостов. Достаточно ровная спектрограмма получается. По РТ-60 можно проверить. Сначала сформировав ландшафт, сделав вычисление, перейти и посмотреть по параметру D50. Ну, это уже все-таки больше про помещение, а не про саму колонку. Это так, попутно. На самом деле эти замеры уже нужны будут в основном при финальной расстановке колонок в комнате. Потому что донастройка будет производиться, когда колонки уже на свои места встанут. Потому что одна колонка будет стоять около стены, другая стоять ближе к середине комнаты. То есть, ну вот, смотрите, в итоге удалось получить на обоих колонках вот такой АЧХ. Вот такой АЧХ. Ну, в психоакустическом формате это выглядит... Сейчас покажу как. Вот такой вид. Вот психоакустика. Колонки почти совпадают. Ну и после этого можно, собственно говоря, делать замеры в дуэте. Обе колонки ставятся в классический треугольник. И уже, собственно говоря, не по одной, а меряется пара. Соответственно, в микрофоне меняется файл коррекции на 30-градусный.
Угловую диаграмму каждой колонки я не снимал, потому что на самом деле, когда уже запустил прослушивание, на слух стало понятно, что достаточно широкая область комфортного прослушивания. В принципе, по всей комнате ходишь. Понятно, что есть там примерная такая оптическая зона, где, естественно, самая прозрачная сцена, собственно говоря, где максимально четко формируется сцена. Ну, а так, в принципе, не надо там искать именно точку, где это самое. Достаточно широкая область, где вполне приемлемое звучание. Хотя колонка представляет из себя одно целое, все равно верхняя часть относительно подиума, она демпфированная. Один демпфер между подиумом и основной акустической частью находится, а подиум стоит на таких ножках на фетре. Достаточно много времени уходит на анализ. Ну и вот смотрите, вот в итоге я получил вот такую спектрограмму. Кому интересно, могут там поставить на паузу и на приближение рассмотреть. И, собственно говоря, показатель Clarity вот так выглядит. Мы уверенно уходим за 90%. То есть, по сути дела, по цифрам мы имеем такой хороший, твердый хай-фай. Ну и после этого сейчас я сделаю запись двухканальную, то есть два раздельных микрофона. Каждый будет писать свою колонку. И, собственно говоря, файлик, наверное, даже выложу под видео, если хотите прослушать. А вообще его вставлю здесь, но, скорее всего, YouTube его порежет. Но попробуем. Ну, как и ожидалось, запись, конечно, была порезана, плюс еще и авторские права всплыли практически на все отрывки, которые здесь прозвучали. Поэтому оригинальный файл записи будет, ну, ссылка на него будет в комментарии. Да, рекордер мне, конечно, напихал
каких-то артефактов в виде щелчков и тактовых сбоев. Но думаю, для общего представления пойдет. Я не стал переписывать. А теперь о главном. Вот список всех материалов и комплектующих, необходимых для изготовления данной акустической системы. И, что хочется сказать, себестоимость данного проекта составила чуть меньше 25 тысяч рублей. Не думаю, что, потратив 1 миллион на дорогую аппаратуру, вы получите сопоставимый результат. В целом, вот вместе, если еще брать и усилитель, то весь проект обошелся в 40 тысяч рублей. Просто подход при проектировании и изготовлении должен быть как изготовление музыкального инструмента, а не какого-то там музыкального скворечника. Тут очень много применено решений и при проектировании, и при изготовлении, которыми люди, как правило, пренебрегают, либо на массовом производстве просто не могут реализовать. Так что думайте сами, решайте сами. Большое спасибо за внимание.